Как мы ранее заметили, в одном из фрагментов фесского диска присутствует изображение секиры. Слово «секира» в различных произношениях присутствует во многих языках. Мы ищем амонимию, и вот. В армянском языке слово «сакр», что означает «секира», имеет амоним в значении «царский указ». Таким образом, мы можем допустить, что секира на фесском диске имеет значение «царский указ». И все же мы способны увидеть большее и даже понять, какого рода царский указ имеется в виду. Но для этого нам необходимо обратиться к звездам. Звезды пояса Ориона, которые имели важное значение при определении структуры текста Лабриса из Оклахори, указывают на Сириус. И здесь мы сталкиваемся с новой троицей, состоящей из альфа, бета, гамма звезд созвездия Большого Пса. Бета-звезда Большого Пса носит арабское название Мерцам, что означает «глашатый», то есть тот, кто оглашает царские указы. Однако с гамма-звездой Мулафин все не так просто. Ученые задаются вопросом, почему такая слабая звезда получила название гамма. Возможно, что звезду окружает облако газа и пыли. Известно, что в 1670 году она исчезла и не была видна до 1693 года. Исходя из этого, многие полагают, что в древности звезда сияла ярче. Но помимо этого существует еще одна проблема. Вслед за арабами мы эту звезду называем Мулафин. Но никто не может объяснить происхождение и значение этого названия. Дело в том, что Мулафин – это арабское искажение шумерского словосочетания «мул-апин». А это не что иное, как название Вавилонского каталога звездного неба. Он датируется примерно 8 веком до нашей эры, но является компиляцией более ранних работ. Справка. Очень часто древнему письменному памятнику специалисты дают название, исходя из первого слова, словосочетания или предложения в тексте. Например, вавилонский космогонический миф Энума Элиш, что означает «когда наверху», назван так потому, что это первые слова мифа. То есть, по сути, это условное название. Однако на самом деле, как я полагаю, в древности все именно так и обстояло, то есть сами же древние авторы встраивали названия в первые слова текста. Именно так дело обстояло и с каталогом звезд Мул-Апин. Подпишитесь, поставьте лайк и поддержите проект любым из удобных вам 3 способов. Ссылки в описании к ролику. Мул-Апин переводится как «звезда плуга», где мул – звезда, а апин, как полагают, означает плуг. Однако же, согласитесь, звезда плуга – более чем странное название для каталога звезд. И как же это можно объяснить? Для этого необходимо заметить, что шумерскому слову «мул» соответствует армянское «мул». Очевидно, что эти слова имеют единое происхождение, имея в основе значения «блеск», «сверкание», «мерцание». Ну а апин? Действительно, во многих словарях
шумерское слово «апин» переведено как «плуг», но на самом деле словом «апин» обозначали лишь часть плуга, и это также заметил автор словаря шумерской лексики Джон Хеллоран. Но чтобы понять, о какой именно части плуга идет речь, необходимо заметить, что шумерское «апин» соответствует армянскому Апен. что означает край, конец, оконечность чего-либо. Таким образом, мы нашли возможность удостовериться, что шумерским апин передавалось вовсе не значение плуг, а лишь лемех или, иначе говоря, лезвие плуга. И, как вы понимаете, тем же словом шумеры обозначали лезвие всякого топора. Но вот что важно заметить. Мы понимаем и принимаем, что армянские слова «мул» и «апен» в выше приведенных значениях являются перениманиями из шумерского. И в таком случае вместо слова «мул» употребляем его синоним «астх», а вместо «апен» употребляем слово «лезу». И вот это слово «лезу», употребляемое в армянской речи в значении край чего-либо, лезвие, имеет основные, вытекающие друг из друга значения – язык во рту и говор, наречие, диалект. Таким образом, на примере армянского языка мы понимаем, что словосочетание «мул», «апин» в одинаковой мере означало язык звезд и звезда на лезвии. Первое значение объясняет то, почему мул-апин стоит в начале вавилонского каталога звезд. А вот второе значение... Подпишитесь, поставьте лайк и поддержите проект любым из удобных вам 3 способов. Ссылки в описании к ролику. Одни из исследователей вавилонского каталога звезд полагают, что мул-апин – это большая часть созвездия дракона, другие, что это созвездие треугольник, но мы прошли целый путь. И теперь обратите внимание, что альфа, бета и гамма большого пса вместе с безымянной звездой Теэта и звездой Везен образуют астеризм в форме секиры. И как видим, гамма-звезда Мулафин действительно находится на лезвии, и, следовательно, наше утверждение, что Мулафин – это арабское искажение названия Мулапин, доказано. Но это не все. Получается, что секира на фестском диске – это не просто символ в значении «царский указ», а царский указ, относящийся к астрономическим явлениям, и именно с этим мы имеем дело на фестском диске. Этим мы завершим часть, касающуюся символа секира, но к астеризму секира созвездия Большого Пса мы еще вернемся и поговорим об остальных звездах. И еще хотелось бы заметить, что нам было достаточно обозначить амонимию сакр секира и сакр царский указ, ведь в итоге верность или ложность тезиса определится благодаря конечному тексту фестского диска. Но мне захотелось пройти глубже и показать силу амонимии и основанный на этом метод, благодаря которым жрецы нашли способ передачи информации сквозь тысячелетия. В двусмысленности заключена большая сила, господин. Друзья, лаконичное изложение научной работы – дело очень и очень тяжелое, и лишь при просмотре ролика кажется легким и простым. На самом деле это требует огромных усилий, времени и нервов, поэтому прошу прощения, что заставляю ждать. Буду стараться выкладывать ролики быстрее. Однако и я продолжаю надеяться на вашу поддержку. Лайки, подписки, донаты.